В этом видео я расскажу основы рана, такие как Movement, основные гличи, суперджампы, Safe Glitch, Deadman Walking, Casual Immortality и так далее. Начнем, наверное, с мувмента. Мувмент в первом пейне очень простой. Самый быстрый способ передвижения — это диагональный стрейф. Если у вас включен режим разработчика, вы можете значит, нажать кнопку F11, увидеть, что на диагональном стрейфе он бежит со скоростью 5.30. Фронтальный бег — это 5.25, чуть-чуть медленнее. Боковой стрейф тоже 5.25. Самый медленный — это хождение назад. Есть еще, кстати, зависимости от FPS тоже замеряли, зависимости никакой нет, то есть на 100 FPS он передвигается с такой же скоростью, как на 30, например, на Unlim и так далее. Дальше. Прыжки. Прыжки являются медленным способом передвижения. Вот можно прыгать вперед, можно прыгать диагонально. Единственное, что есть в игре такая вещь, как airstrafing, то есть соскальзывание с объектов. Макс приобретает дополнительное ускорение, причем, насколько я знаю, ускорение немножко выше в зависимости от FPS. То есть на низком FPS он чуть-чуть дальше проскальзывает. Это, в принципе, довольно быстрый способ передвижения, но не быстрее, чем диагональный стрейф, по моим замерам. Единственное, как бы здесь очень важно, чтобы вы свой маршрут строили по прямой траектории. То есть вот если перед вами какое-то препятствие, то лучше на него запрыгнуть и соскользнуть, чем обходить. То есть важно сохранять прямую траекторию, наиболее оптимальную. Кувырки. Есть такая вещь, как кувырки, то есть если мы зажмем боковой стрейф, мы сможем на кнопку прыжка сделать кувырок. Также кувырки можно делать на кнопку Shoot Dodge, если у вас в руках особое оружие, которое не позволяет делать Shoot Dodge. Это либо бейсбольная бита, либо труба, либо снайперка, либо молотов, либо гранат. То есть вот 5 видов оружия, с которыми можно делать кувырок на кнопку Shoot Dodge. Кувырки сами по себе довольно медленные, потому что, как вы можете видеть, они замедляют игру на 50%. Вот видите, тайм 0.5. За исключением некоторых катсцен, в которых есть свое встроенное замедление, и кошмаров, в которых тоже встроенное замедление. Но это все ситуации, которые будут в гайде оговариваться отдельно. Сами по себе, повторюсь, кувырки не являются быстрым способом передвижения. Делать их лишний раз — это создавать себе таймлуз. Так. Ну еще по поводу того, как вести перестрелки. Вот мне это довольно часто говорили, особенно когда бегали гличлес, спрашивали: жопа, как так? Как бегать игру? Меня убивают постоянно. Ну вот, давайте я даже сниму Deadman Walking Glitch, чтобы меня начали сразу стрелять. Игра построена таким образом, что прицел врагов, он всегда следует за вами. То есть, если вы находитесь в движении, то враги в вас не попадут. Можно даже как бы стрейфиться прямо у них перед ебалом, они все равно не будут в вас попадать. Но если вам нужно, допустим, с одной какой-то стороны на другую перейти, то можно как раз воспользоваться кувырком. То есть вот кувырки очень сильно помогают эвейдить урон от выстрелов, потому что включается скрипт, который отключает коллизию пуль по Максу. То есть пули пролетают сквозь Макса, когда он находится в кувырке, и по вам не могут попасть. То же самое, кстати, касается гранат. Это может быть очень полезно в бою. Перейдем к основным гличам. Наверное, один из самых важных гличей, если не самый важный, это суперджампы. Как делаются суперджампы? Вам нужно открыть вот меню оружия и переключиться с одноручного оружия, то есть, например, с пистолета какого-то, с обреза, с ингамов, с гранаты, там, с трубы на двуручный. То есть это бита, дробовик, но чаще всего это дробовик, кстати. Кольт, М79. Ну, на снайперку неудобно, потому что кнопка снайперки, она далеко находится. И в момент переключения оружия, когда вот Макс как бы засунет руку себе вот в карман, полезет за оружием, в определенный фрейм нажать кнопку прыжка. Проще всего это делать стоя на месте. Можно также делать на бегу, но с места чуть проще. Этот глич позволяет нам забираться на всякие места, выходить в ОБ и так далее.
Собственно, этот глич очень сильно зависит от FPS. Вы, наверное, заметили, что я переключил FPS на 20-ку. Если я буду делать это, допустим, на 100 FPS, у меня очень редко будет получаться, там, может, 1 из 30 раз. Но на 20 FPS это делается очень стабильно. Раньше делали на 30, но на 30 все-таки винрейт недостаточно высокий, на 20 лучше. Я крайне рекомендую всем, кто спидранит эту игру, пробовать именно на 20 FPS. Если вы уже, так сказать, опытный раннер, уже бегали эту игру и прыгали на 30 FPS, то имейте в виду, что на 20 FPS тайминг прыжка он чуть-чуть позже, чем на 30. То есть вот на 30 вам нужно прожимать прыжок чуть раньше, а на 20 чуть позже. То есть нужно будет немножко переучиться. Но поверьте, оно стоит того, потому что стабильность на 20 гораздо выше. Собственно, сетапы. Как прыгать более-менее стабильно. Есть несколько сетапов. Опять же, мы можем смотреть либо на руки Макса, когда вот он лезет в карман за оружием. Но для этого, естественно, нужно камеру повернуть таким образом, чтобы видеть руки. Это не очень удобно. То есть это не всегда можно будет делать. И также это нельзя будет делать на бегу. Кто-то ориентируется там по линии роста волос Макса. То есть вот, видите, я вот выбираю оружие, у него волосы немножко за воротник заходят. То есть это тоже другой сетап. В этот момент нужно прожимать суперджамп. Вроде как есть еще такой сетап по худу. То есть вот в зависимости от того, когда у вас исчезнет худ наверху, можно тоже прожимать суперджамп. Но это зависит, конечно, также от вашего еще брейнлага. Я сам ориентируюсь по звуку всегда. То есть вот, когда я подтверждаю выбор оружия, будет слышен небольшой щелчок. Вот этот. Я приучил себя просто к тому, что после этого щелчка есть определенный тайминг, и именно в этот тайминг нужно нажать кнопку прыжка. То есть все это нужно, естественно, тренить, все это к этому нужно привыкать. Есть еще такой способ прыжки на лучшее оружие. Это довольно быстрый способ прыгать, потому что вам не нужно выбирать оружие. То есть вот эта вот менюшка, вот этот инвентарь вам не нужен. Вы просто нажимаете кнопку лучшего оружия и после нее с определенным таймингом. Но я просто не привык это делать, поэтому у меня не получается нифига. Вот сейчас получилось. То есть я рекомендую сначала все-таки научиться прыгать через инвентарь, приучиться немножко к таймингам, привыкнуть, и после этого уже учиться прыгать на кнопку лучшего оружия. Кнопка лучшего оружия полезна тем, что если вы, допустим, если вам нужно сделать несколько суперджампов подряд, то это быстрее, потому что, опять же, вам не нужно подтверждать выбор оружия в инвентаре. Либо, если вы зафейлили какой-то прыжок, будет быстрее сделать его через лучшее оружие. Список лучшего оружия я постараюсь на монтаже вставить. Собственно, у нас лучшим оружием в игре является джекхаммер, по мнению игры. Но мы его получаем только в самом конце игры. До этого практически всю Part 3 лучшим оружием будет являться кольт-команда, то есть двуручное оружие. Оставшуюся часть игры, почти все время, лучшим оружием будут являться двойные инграмы, то есть это будет одноручное оружие. И в самом начале, когда у нас еще нет инграмов, это до Part 5, до главы 5 примерно, Part 1, глава 5. До этого момента у нас лучшим оружием будет являться обычный дробовик, который тоже является двуручным. То есть, если вы прыгаете на лучшее оружие, имейте в виду, что вам нужно именно сменять на противоположный тип оружия. То есть с одноручного на двуручное или с двуручного на одноручное. Еще немножко информации по суперджампам. Как понять, слишком рано вы жмете на кнопку прыжка или слишком поздно. Смотрите просто по оружию, которое остается у Макса в руке. Если вы слишком рано делаете, то у вас останется то оружие, с которого вы пытались сделать суперджамп. Если вы слишком поздно делаете, то, естественно, у вас уже новое оружие будет в руках. Еще такой момент. Если вы зафейлили какой-то суперджамп и загрузили сейф для того, чтобы попробовать снова,
не стоит прожимать инпуты выбора оружия в загрузочном экране. То есть вот я сейчас попробую в загрузочном экране прожать, например, двойку, да, у меня по-хорошему должен выбраться дигл, потому что дигл у меня в верхнем слоте. Но из-за того, что я сделаю это в загрузочном экране, у меня выберется Беретта, скорее всего. Вот видите, это может руинить, в частности, если у вас есть обрез, и просто вы вместо дробовика на тройку нажмете, и у вас выберется обрез, вы не сможете сделать с одноручного на одноручное. Еще по поводу высоты прыжков. В игре есть несколько мест, где нужна прям максимальная высота. Это касается и обычных прыжков, и суперджампов. Собственно, как делать прыжки на максимальную высоту? Во-первых, чем ниже FPS, тем, я думаю, что это связано с гравитацией, тем слабее гравитация, и тем выше вы делаете прыжки. Соответственно, понижаем FPS, это один вариант. Второй вариант – это самый высокий обычный прыжок, когда Макс просто прыгает без суперджампа. Это если вы зажмете прыжок и дожимаете стрейф в воздухе. То есть, допустим, вправо или влево высота немножко увеличивается. То же самое касается и суперджампов. Если вы значит, просто не будете нажимать никакие инпуты, то он у вас прыгнет на меньшую высоту, чем если вы дожмете стрейф в воздухе. Это следует иметь в виду, потому что если вы делаете, например, суперджамп в состоянии Deadman Walking, как у меня сейчас, то можете просто разбиться, если зажмете стрейф. Собственно, что еще? Есть несколько мест в игре, где вам нужно обычным прыжком допрыгнуть на большую высоту. Например, ну вот здесь не нужно, но это просто показательное такое место. Как запрыгивать на высокие препятствия обычным прыжком? Мы встаем, вот упираемся прямо в эту коллизию, которая стоит перед нами, и с зажатой кнопкой вперед я прожимаю прыжок, и он у меня спокойно запрыгивает. Но опять же, на низком FPS это сделать легче, потому что на высоком FPS будет гравитация сильнее, он не сможет допрыгнуть. Так, про прыжки вроде более-менее рассказал. Единственное, что если вы, допустим, ну, обычно всегда сейвится перед каким-то ответственным прыжком, да. Вот я засейвился, у меня не получилось. Загрузиться будет проще, чем отходить, и, точнее, быстрее будет, чем обходить назад и заново пытаться. То есть F9 прожимать быстрее. Следующий основной глич, который я хотел рассказать, это сейв глич. Собственно, если мы перед началом катсцены зажмем кнопку Quick Save, потом начнется катсцена, и мы нажмем кнопку загрузки, если мы все правильно сделали, то мы засейвимся и загрузим сейв в начале катсцены. То есть мы будем иметь контроль над Максом в катсцене. Ну вот давайте я попробую это, ну, например, вот на этой катсцене. То есть вот в загрузочном экране я зажимаю кнопку Quick Save. Видите, у меня в углу здесь появились куча строчек, что игра сохранена, а потом, что игру нельзя сохранить. Ну, потому что уже катсцена, в катсцене как бы нельзя сохранить. Но можно сохранить в первом фрейме. Что я делаю? Я нажимаю F9 быстро. Чем быстрее мы нажмем, тем лучше. И вот у меня есть контроль над Максом в катсцене. Это позволяет нам, ну, по сути, скипать некоторые катсцены, в которых мы можем засейвгличиться. У начинающих раннеров возникают проблемы с тем, что вот вы, допустим, загружаете какой-то уровень, да, особенно если это быстрая загрузка, например, там на 100 FPS, и вы жмете на клавиатуре. Ну, на клавиатуре, кстати, все равно получается. Но вот, допустим, попробуем загрузить вот этот вот сейв, да. Вот здесь на уровне 1.1 нам тоже нужно сделать сейв глич, когда мы нажмем на вот эту вот приборную панель поезда. Вот давайте я попробую, да, нажимаю. И видите, у меня не получается сделать сейв глич, потому что input я нажимаю на клавиатуре, кнопка сохранения, и кнопка взаимодействия, я ее тоже нажимаю на клавиатуре. И у меня как бы input, вот кнопка I взаимодействия, она отменяет input QuickSave. В результате у меня не получается сохраниться в первый фрейм катсцены. Что нужно сделать? Очень помогает, если вы забиндите кнопку F5 на
боковую кнопку мыши, ну либо на какую-то кнопку мыши, которая вам покажется удобной. О том, как это сделать, я рассказал в предыдущем видео про настройки, обязательно посмотрите. Сейф-гличи на мышь очень стабильны, потому что мышь отправляет большее количество инпутов за единицу времени. То есть вот смотрите, я сейчас буду зажимать на клавиатуре, у меня до 7 FPS где-то падает. А если я буду зажимать на мыши, смотрите, вот у меня 3 FPS, то есть 1 FPS, то есть гораздо сильнее игра пролагивает. Именно это нам и нужно для того, чтобы сделать сейф глич. Нам нужно залагать игру до того состояния, когда мы сможем засейвиться прямо в первый фрейм катсцены. Поэтому вот мышь здесь, практически must have, я бы сказал. Если все-таки у вас нет возможности, там нет боковых кнопок мыши, например, я не знаю, там еще что-то, можете попробовать поменять разрешение в лаунчере. То есть я слышал, что вот это тоже помогает. Ставите разрешение поменьше, там, например, 800 на 600, и, возможно, у вас будет лучше работать сейф-гличи. Вот. Но я, честно говоря, не проверял. Также, если у вас плохо получаются сейф-гличи, если вы грузитесь после цепочки сейвов и у вас все равно показывается катсцена, то есть у вас не получается получить контроль в катсцене, есть такая информация, что сейф-гличи лучше получаются, если у вас работает LiveSplit, именно со включенным таймером. Возможно, он как-то больше нагружает систему, и из-за этого у вас игра сильнее пролагивает, и получается засейвиться в нужный фрейм. Не знаю. Также, если вот вы, допустим, засейвились, да, и вы, да, вот оказались в такой вот зацикленной катсцене, то есть вы грузитесь, у вас не получается. Такое иногда бывает. Что делать? Мы выходим, точнее мы грузим вот этот вот сейв, да, можно на F9, и в загрузочном экране мы зажимаем кнопку Quick Save. Вот, до тех пор, пока не получится. Все. И еще один момент, связанный с сейф-гличами. Поскольку вам очень часто нужно будет делать сейф-гличи в загрузочных экранах уровней, ни в коем случае не делайте сейф-гличи до того, как вы увидите загрузочный экран. То есть вот смотрите, сейчас будет фейд-аут, и, допустим, я префайром захочу сделать сейф-глич, типа, что может пойти не так, да? У меня игра просто софтлокается. То есть вот черный экран, и ничего не происходит, из этого никак нельзя выйти. Это, по сути, рестарт ран. Так что не стоит делать сейф-гличи до того, как вы не увидите загрузочный экран уровня. Еще момент такой неприятный, связанный с сейф-гличами, это то, что после того, как вы сделали сейф-глич, катсцена закончилась, вы могли заметить, что у меня нет прицела. Прицел пропал, то есть тут белой точки посередине экрана нет. Но, в принципе, хрен бы с ним. Было бы не так страшно, потому что мы всегда знаем, что прицел находится ровно по центру экрана. Но проблема осложняется тем, что пули, они также летят не по центру экрана. Они летят чуть выше. И в зависимости от того, на какой дистанции вы стоите от цели, они будут лететь еще выше. То есть чем выше дистанция, тем выше будут лететь пули. Вот сейчас я стою очень близко, и у меня пуля летит практически, хотя это надо смотреть, конечно, на ровной стене. Давайте, допустим, я подойду вот сюда. Видите, она у меня даже летит чуть пониже. Но теперь, если я попробую выстрелить вот в это же место, видите, куда она попала? То есть вот стреляет сильно выше. К этому нужно привыкнуть, потому что часто вам придется делать сейф-гличи и воевать с противником. Так, что еще? Давайте перейдем к основным гличам Deadman Walking и Dodgeball Immortality. Глич Deadman Walking, то есть ходячий мертвец, делается в текущем рауте 2 раза за ран. Первый раз он делается вот здесь на уровне 1.1, когда мы встаем вот возле вот этой приборной панели, зажимаем Quick Save на мышке и нажимаем один раз на кнопку взаимодействия. Мы оказываемся в катсцене, и нам нужно, чтобы вот Макс попал под поезд. Вот. Нужно обязательно встать перед поездом. В принципе, кто-то все время бежит в поезд, но достаточно просто, если вы вот в
фрейме, где Макса показывают, как он падает на рельсы, вы зажмете кнопку вперед и тем самым как бы попадете под поезд. Собственно, Макс умирает в катсцене, но поскольку его в катсцене телепортируют, игра ему возвращает контроль. То есть есть несколько таких катсцен в игре, но в рауте используются только две. Это вот на этом уровне и на уровне 2.1 бейсбольная бита. Преимущество Deadman Walking глича в том, что враги вас не атакуют. Они могут все еще вас блочить, то есть бегать перед вами. Скорее всего, вам придется убивать врагов, просто чтобы они вас не блочили. Но это гораздо облегчает вам прохождение, потому что не будете умирать. Однако умереть в этом ключе все еще можно, то есть это не бессмертие. Любой урон вас убивает. То есть если я вот сейчас кину гранату себе под ноги, она взорвется, я умру. Если я упаду с большой высоты, я умру. Если я задену дестриггер, я тоже умру. Там, если я попаду в огонь от молотовых, тоже умру. И некоторые враги, они тоже стреляют по скрипту. Например, босс начальный на уровне 1.3 гостиницы, он стреляет по скрипту, может вас убить. Или, например, фургон на уровне с парковкой 3.4. То есть вот эти моменты обязательно нужно иметь в виду. Скриптовый урон нужно избегать. Также большой недостаток глича Deadman Walking заключается в том, что мы не можем сейвиться. Игра считает, что Макс мертв, а значит сейвиться не дает. Соответственно, мы не можем делать сейв-гличи. И мы не можем сейвиться перед какими-то опасными суперджампами, например. Но раут построен таким образом, что как бы это, в принципе, не страшно. То есть мы будем отменять Deadman Walking в определенных местах для того, чтобы пройти дальше. Делать сейв-гличи, которые засейвят нам большое количество времени. Собственно, как отменять Deadman Walking? Есть два основных способа. Ну, точнее, даже один основной способ, который используется в ране. Второй способ в ране не используется. Первый способ, который как раз используется в ране, мы должны сажать пейнкиллеры. Вот я их сожрал, и Макс как бы хиляется, но у него процесс хила не идет. Враги все еще нас не атакуют. И у нас хп все еще 0. Хил вступает в силу только после перехода на следующий уровень. То есть вот сейчас уровень загрузится. И мы увидим, что у Макса полностью восстановилось хп, мы можем сейвиться, и враги будут нас атаковать. Нам придется это сделать по сюжету, для того, чтобы сделать сейв-глич, который засейвит нам очень много времени. И второй способ, также как снять Deadman Walking, который в ране не используется, но я про него все равно расскажу, потому что вдруг когда-нибудь что-нибудь придумают с этим гличом. Собственно, нам нужно сделать так, чтобы кинуть гранату себе под ноги, например, это проще всего. Потом переключиться на какое-нибудь огнестрельное оружие и сделать шут-додж в момент взрыва гранат. Давайте я покажу, как это должно выглядеть. Вот я кинул гранату в пол, переключаюсь на дробовик и делаю шут-додж. Она нас дамажит, и враги сразу же активируются. И Макс начинает хилиться постепенно. В ране это не используется, но мало ли, вдруг что-нибудь когда-нибудь придумают на эту тему. Так. Следующий основной глич, который можно использовать, это Dodge Roll Immortality глич. Для того, чтобы сделать этот глич, также нужна катсцена, которая телепортирует Макса. Давайте я даже покажу немножко вот на графике, так сказать. Вот это таймлайн катсцены. Вот начало катсцены, да. И вот конец катсцены. Как правило, Макса телепортируют ближе к концу катсцены. То есть вот происходит телепорт. Но это в разных катсценах по-разному. Собственно, как сделать Dodge Roll Immortality глич? С самого старта катсцены, как правило, мы должны переключить FPS на нужное значение. Об этом я говорю в гайде для каждой катсцены свое. И начать кувыркаться, то есть делаем ролл. Потом, начиная с определенного момента, мы кнопку ролла отжимаем. То есть отжимаем ролл. И вот этот вот оставшийся промежуток мы должны просто зажимать кнопку Movement. То есть, например, кнопку вправо там, или кнопку вперед. Об этом я тоже оговариваю отдельно. И в определенный тайминг, как раз перед тем, как происходит телепорт Макса,
мы должны прожать кувырок ровно один раз, для того, чтобы игра телепортировала Макса в состояние кувырка. Тем самым он кувырок как бы не завершит, и скрипт на то, что пули проходят сквозь Макса, останется. Давайте попробуем это сделать на каком уровне? Какой уровень у нас тут будет самый быстрый? Ой, даже не знаю. Сейчас. Ну вот бейсбольная бита. То есть вот мы сейвимся в сейв глич, делаем в стартовой катсцене, и сейчас я начинаю кувыркаться. Ну, конкретно в этой катсцене кувыркаться не обязательно. Вот я в определенный тайминг отжимаю, сейчас он скажет стики. Вот, и в момент, когда он сказал стики, я нажал кувырок один раз. Вы могли это видеть по моим инпутам. Ну и давайте проверим, могут нас враги надамажить или нет. Нет, они стреляют в нас, но в нас не попадают. То есть пули проходят сквозь Макс. Преимущество данного глича по сравнению с DMV заключается в том, что мы можем сейвиться. Это очень важно, то есть мы можем делать сейв гличи, мы можем засейвиться каким-то опасным суперджампом и так далее. Недостаток этого глича заключается в том, что он действует только до следующей катсцены. То есть вот как только следующая катсцена началась, после него у вас Dodgeball Immortality глич закончится. Так, что еще? Вы не можете кувыркаться в Dodgeball Immortality гличе, потому что если вы сделаете полный кувырок, то, соответственно, вы этот скрипт снимете. То есть кувырок закончится, и скрипт снимется, который на вас висел. Давайте я продемонстрирую. Вот, меня сразу же убивают. Еще... Ну, точно так же, как и из-за всех сейв-гличей, у вас пропадает прицел, но, в принципе, это не страшно. Когда у вас активен какой-то из этих гличей, вам практически не нужно воевать с врагами. Вы можете мимо них проходить. В принципе, на этом, наверное, все по Dodgeball Immortality гличу. Конкретные тайминги, когда нужно отжимать кнопки, какой FPS ставить, когда нужно прожимать один раз кувырок, это я буду говорить в конкретных катсценах, то есть смотрите гайды по конкретным уровням. Дальше, последний, наверное, глич, который используется, это скип комикса. То есть вот в конце уровней обычно во многих уровнях по окончанию уровня появляется окно с комиксами, которое мы должны скипнуть, чтобы перейти на следующий уровень. То есть можно скипать кнопкой Escape, можно, я вот через мышку скипаю, но это потому что мне неудобно до Escape тянуться. Либо на кнопку F1 также можно скипать комикс. Но есть определенный тайминг. Как правило, это легче всего делается на 30 FPS. Чаще всего можно скипнуть комикс в фейдауте экрана. То есть вот перед тем, как экран полностью потемнеет, зажать кнопку Escape, и у вас скипнется комикс. Давайте еще раз продемонстрирую. Вот на 30 FPS, конкретно здесь референс такой, мы смотрим на белый восклицательный знак, и когда он почти исчезнет, я зажимаю кнопку Quick Save. Все, комикс скипнулся. Это сейвит, ну там какую-то долю секунды, но поскольку комиксов довольно много в игре, то может накапать солидный таймсейв в сумме, если вы все это будете делать. Также можно скипать комиксы, которые не в конце уровня, например, по сюжету. То есть вот здесь я сейчас нажму на компьютер, и у меня тоже вылезет окно комикса. Здесь, насколько я помню, можно на 100 FPS одновременно нажать Enter и Escape. И потом еще раз Escape для того, чтобы выйти из меню. Вот, то есть окно комикса скипнулось. Но мне кажется, оно сильно того не стоит, потому что может не получиться. И вы в меню можете больше времени потерять. Также, например, можно делать это на... у меня сейва не осталось. Ну, давайте я попробую вот здесь это сделать. То есть такие моменты, где вам не нужно нажимать на кнопку действия. Можно попробовать там тоже скипнуть комикс. Сейчас я быстренько дойду до этого момента. Можно даже на кнопку телепорта. Вот смотрите. Вот когда я дотронусь до этих ленточек, у меня будет комикс. Давайте я попробую на... Нет, не получилось. Ну, блин, сложно. Вот видите, комикс-то скипнулся, но я очень много времени провел в меню. И в итоге я ничего не засейвил. То есть не факт, что это даже быстрее. Хотя, возможно, если сильно придрочиться, то будет быстрее. Ну, на этом, я думаю, все.
Следующая часть гайда будет посвящена, собственно, всем уровням по очереди, начиная с пролога и до конца игры. Поэтому увидимся там.